Всех приветствую на канале Баллады о рыбалке. Сегодня у нас очень интересная тема, которую мы хотели бы раскрыть. Это сравнительная характеристика рецептов технопланктона. В видео я также вам покажу новый рецепт. Он условно новый. Это скорее там комбинация двух рецептов. Это вот он, топленое молоко плюс камыш. Я решил попробовать, что будет, если смешать два популярных рецепта. Также сделаем предыдущий рецепт, который отлично себя показал. Это макуха плюс криль и камыш. Чистый камыш. Итого у нас будет камыш плюс топленое молоко и макуха плюс криль. 3 рецепта. Завтра мы уйдем фактически на сутки на ловлю толстолоба. Вот, и посмотрим, что у нас по итогам дня получится по количеству поклевок на каждый из них. То есть для уравнения шанса у нас будет 6 снастей, по 2 на каждую. Исходя из этого будем смотреть, что пользуется большей популярностью в проточных водоемах. Акцентирую внимание на том, что я не хожу на платный пруд для того, чтобы целенаправленно проверять рецепт. Делаем это на дикаре. Для того, чтобы показать реальный эффект в условиях, когда рыбу никто не кормит. То есть она имеет абсолютно, как говорится, свои критерии по выбору, на что бы она хотела клюнуть. Так, поехали. Чтобы не дробить вам по одному рецепту, давайте я еще один заряжу. Мы сделаем вот такой вот рецепт. То есть я как бы сейчас запыжую очень много ванилина, чтобы сделать там концентрированный запах в эту смесь. Здесь у нас что? Здесь у нас гороховая мука, кукурузная мука, сухое молоко и очень немножечко я сюда добавил камыша. Ну, как обычно, под видео все рецепты будут расписаны, чтобы можно было там спокойненько себе пролистать. Технологию приготовления сможете увидеть в видео, либо в прошлых видео пролистать, по крайней мере по старым рецептам. Но повторно я их снимать не буду, покажу только новые. Вот, итого у нас будет 4 рецепта. Своеобразный такой батл проверка. Посмотрим. Я думаю, что они будут работать плюс-минус равномерно все. Вот, потому что вкусы мы подбираем очень качественно, да, то есть и методом проб и ошибок вычисляется как раз вот именно то, что рыба больше предпочитает. На самом деле есть и глобально больше рецептов, которые рабочие, которые проверенные. Вот, например, вот я делал рецепт с рисовой муки, очень классно он себя показал. Вот, он, скажем так, он работает немножко по-другому, чем работает рецепт с классическим технопланктоном, который я делаю. Но он в воде недолго держится, то есть его жизненный цикл, ну, где-то минут 40. Он рассыпается, но он очень круто пылит. Вот это сделаем уже в следующем видео, потому что у меня не готовы ингредиенты сейчас на него, не планировал. Вот, и когда у нас закончится уже полностью как бы там заключительный этап с проверкой основных рецептов, я переключусь уже на другие варианты и другие идеи, которые можно использовать. Также хочу вам показать и продемонстрировать, как работает, ну, это старый лайфхак, вот, но тем не менее там далеко не все его используют, точнее редко кто его использует. Это со сгущенкой рецепт, который вообще не похож, там даже монтаж будет другой, но это отдельно в другом видео. Сделаю экскурс и обловим его, то есть я вам покажу, как его монтировать, как создавать, как на него ловить. Очень уловистая снасть, но по сравнению с технопланктоном она гораздо дороже просто обходится, но и круто работает. Вот, так что смотрите дальше. Это видео оно будет состоять из двух частей. Первый это рецепты их производства, и второе это обловка, та, которая уже будет непосредственно на водоеме. Вот, ну, поехали.
Так, вот здесь у нас получается килограмм смеси. И теперь будем паковать сюда ванилин. Так, одна пачка у нас получается 2 грамма. Вот они. Так, я их сюда запэжую 10. Итого у нас будет 20 грамм ванилина. Ну, по наблюдениям, я не знаю почему, но концентрация запаха в ванилине стала какая-то не очень, мягко говоря. Вот я покупал не фасованный, а на развес продается ванилин. Ну, просто глобально отличается от пакетированного. Не знаю почему. Это поехать на базу, немножко подзатариться всякими этими пахучками. Так. Все есть. 20 грамм ванилина пошло в работу. Теперь мешаем. И будем давить. Так, ну я вам процесс опять этот дублировать в очередной раз не стану. Покажу уже готовые бочонки. Вот. И перехожу тогда к другому рецепту. Потому что надавить их надо немало. Все-таки 4 пробника будет, ну хотя бы там по штук 8 сделать, чтобы там хватило их на целый день. Вот. Все, тогда давим и двигаемся дальше. Так, итого получилось вот такие бочонки, ну как обычно, да, то есть с вот этой кастрюльки у нас тут еще на один есть. Сейчас мы его сюда засунем. У нас получилось 8 штук. Это если взять чистого веса, да, то здесь было полкилограмма. 8 на 500. Ну, где-то так. Вот, все, давим дальше. Так, поехали дальше. Это у нас рецепт, который будет новый. Раньше его не показывал. У нас здесь смесь камыша и топленого молока. Просеивать я ее не буду, потому что она после кофемолки. Тут хоть и есть такая, ну, чуть-чуть крупнее фракция, но она очень несущественна в данном виде технопланктона. И она отлично подойдет. Так, берем, исходя из 250 грамм объемного веса. Поехали. Так, первое пошло. Теперь кукурузная мука. Так, посыпем. Есть. Следующее. Сухое молоко. Кстати, этот раз попал на реально очень классный, качественный продукт по сухому молоку. Это выпускает. Вот, если видите, да? Вообще, ребята просто красавчики. У меня есть племяшка маленькая. У меня, получается, одну пачку сухого молока забрали. Вот. И потом там мама спрашивала, говорит, блин, где ты ее взял? Реально очень крутое. То есть в аптеке даже вот эти смеси хуже, которые продаются. Так, гороховая мука. Вот я ее добавляю немножко меньше. Потому что это получается старый горох, который, ну, желтый такой.
Он очень, скажем так, очень сильно пылит, поэтому его можно давать меньше. Эти комочки мы пережмем. Все. По составу у нас больше сюда ничего не должно идти. Сейчас мы его только мешаем и будем прессовать. Так, это 2. Все, поехали. Так, есть топленое молоко. В принципе, 6 сделал, одну на запас. Так как и планировали. Следующее, поехали криль и макуха. Криль, макуха. Мешаем, давим. Все как и обычно. Так, есть 1 на запас, 6 берем, как и все остальные. Все, надавили мы все. Здесь в этой коробочке у нас в принципе сразу лежат в целлофане. Это камыш. Вот. И там вот снизу являются эти. Выкладывать не хочу, если честно, ребят. Это ванилька. Вот, все. Итого у нас полный комплект. Вот если вдруг так произойдет, что клевать будет хорошо, ну, я считаю, что этого с головой достаточно будет, чтобы обловить и устроить своеобразное такое соревнование. А на что же все-таки лучше из этого будет клевать в нашем конкретном водоеме. Вот, дальше переходим на речку, забрасываем и ждем итоги. Всем привет! Сегодня у нас 3-я рыбалка, как и планировали, тишина. Будем проверять нашу насадку новую, которую мы сделали. Это технопланктон макуха и технопланктон донный гейзер. Сейчас на улице 5 утра, только рассвело, и такие красоты. Начинает потихонечку пропадать туман. Вот, и забросились. Вешал я на самом деле очень рано, в 3:30, чтобы успеть все смонтировать, закинуть и по сути встретить рассвет. Поймали уже одного карасика. Вот по темноте. Даже Мэша прибежала полакомиться. Дальше в видео покажу, как это выглядело. Причем такая упитанная Мэша. Давно таких не видел. Вот, а день обещает быть интересным. Очень даже. Надеюсь, по крайней мере, что будет интересно. Вот. Ну, в общем, будем посмотреть. Начал гулять поплавок. Это, получается, прошло 14 минут от заброса. Я хотел бросить поближе к колоде, но полетела туда, там уже решил его и оставить. Вот, и что-то уже долбет. Что пока непонятно, но скоро, надеюсь, увидим. Денис немножко опаздывает, пока сам. Так что если будет поклевка, то возможно и не успею заснять вам ее показать. Может и успею, в зависимости как она пройдет и насколько резко. Вот. Но радует то, что достаточно быстро начинает клевать.
Хочу заснять вам саму поклевку, как он ее утащит. И словно издевается. А только поднимаю телефон снять, перестает клевать. Не знаю, не уверен, честно говоря, что это толстолоб. Вот, потому что эти товарищи они обычно не сильно долго думают в плане как бы поклевки. Но бывали случаи, когда действительно там ушатывало поплавок 20-30 минут, и потом как бы ее благополучно топило. Поэтому все-таки надеюсь, что это он. С дна вообще, кстати, глухо. Не знаю, вот здесь несколько раз на этой речке конкретно пробовал ловить с дна. Что-то не шло. Хотя вот несколько раз встречал рыбаков, которые говорили, что только с дна они здесь и ловят. Поэтому решил попробовать тоже забросить. Одна снасть стоит на донной. Я, наверное, сегодня вот целый день посвящу, чтобы не менять оснастки, да, то есть она у меня будет как бы именно на донный толстолоб. А там посмотрим, будет клевать, не будет, но что-то мне кажется, что шансов сегодня наверх как-то побольше. В одном из видео в комментариях, кстати, спросил это человек, вот, а что вы так мало типа рыбы ловите? Ну, ребят, тут если у кого такая там мысль возникает, я не ставлю себе за цель там наловить там, не знаю, там мешок рыбы, допустим, да, потому что вопрос становится, что с ней делать. Моя задача очень простая: сделать рецепт и его обловить. Если на него рыба цепляется, значит он работает. Если на него рыба не цепляется, я пробую поменять водоем, либо погоду, либо еще чего-то, чтобы убедиться окончательно, что он как бы там не рабочий по какой-то причине. Вот. Если бы стояла задача там, не знаю, наловить кучу рыбы там и показать вам, то мы бы поехали. Здесь целая куча платников, да, в которых там приходишь, ну, хоть на какашку бросай, и там оно будет клевать. Но это немножечко не то, потому что, ну, возможно, оно там покажет там большой улов, да, но оно не дает никакого понимания, то есть насколько это привлекает рыбу, да, то есть речка очень классная проверка таких вещей, да, потому что дичка, плюс большой ассортимент рыбы, плюс полностью как бы дикая природа. Ты не знаешь там, допустим, чего ожидать, ты не знаешь, какая насадка привлечет, какая там отпугнет, то есть это все, в принципе, знаете, очень похоже там на сами основы там охоты, да, то есть и там, хитрость, везение, как угодно это назовите, всего понемножечку. То есть, когда идешь вот на такие водоемы, то ты можешь либо поймать, либо можешь вообще ничего не поймать, да, то есть кто-то может рядом с тобой, допустим, выловить там трофейный экземпляр, а у тебя будет ничего, либо там вообще наловит и вообще не наловишь, да, потому что ты сегодня там не на ту насадку, не на ту снасть и так дальше. Вот, то есть у меня вот такой принцип рыбалки, вот, и я в основном, ну, если там и беру что-то домой, то либо там что-то покрупнее, либо то, что в принципе вот хочется взять, вот, ну, либо, не знаю, либо просто бывает там вот, там жена говорит, там вот, хочу там рыбы, там котлет каких-то сделать, да, то есть там, тогда уже беру там все, что попадается там в рамках там какого-то там определенного размера.
Вот. Но в основном вот задача такова. Да, то есть сделал там насадку, монтаж, кашу, все что угодно. Потому что там разные видео, разные темы были. И на проверку. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Вот, если будут там возникать у вас какие-то там другие вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Отвечу, поделюсь. Денис, я знаю, что ты заценишь это дело. Глянь, то у нас тут показывается. Это 8-9, блин, примерно. На макушатник ввалил, блин. Ну, простоял буквально минут 20. Всем привет! Сегодня хорошая погода, и мы решили выехать на рыбалку. Закинулись на толстолоба, на карпа, даже на сома закинули. Надеемся, сегодня будет хороший клев. Погода способствует. Смотрите. Игорь закидывал на толстолоба и оборвал снасть. Кидал отсюда, с этой стороны, полчаса. Есть. Удача. Поздравляю. С почином. Что-то есть? Подсак. Маленький лещ. Вот он, Зараза. зверь. Зверюка. Всяко. Ну, это тоже результат. Пожарим его. Да ну, ты что, ты что? Лящик. Это малек. Что, ты выпустишь его? Ну, конечно, что с ним делать? А ну покажи. Это ж пистон. А, там он вообще, да. Годика, ну, год-полтора может ему от сил. На технопланктон. Повезло. Такой вот не маленький, думаю, килограмм 6, наверное. Сейчас достанем его. Плавники верхние, второй за губу. Вот так вот. Это наш рецепт технопланктона. В нем есть камыш с этого озера, речки, скорее. Вот, поэтому смотрите наши рецепты, у вас будут такие же уловы. Ловим дальше. 4-й раз уже ударило. Ударит один раз и все. Так это может быть и Пришел. там на самом деле 4 крючка, 4 разных насадки. Там тигровый орех, кукуруза плавающая, ну силиконка получается.
Вот что-то клюнуло, наконец-то. Целый день вообще мирная рыба молчала, кроме вот толстолоба. Еще пока не знаем что. Давай я помогу здесь. Наверное, лещик, да? Посмотреть, что это. Карась. Хороший карась. Сегодня карасик. Сейчас Я возьму. Давай. на нижний клюнул, да? Это пуфик там вроде бы был. Ну, такой. Грамм 300 точно есть, может и больше. Да, на пуфик. Ну, конечно, у нас что-то из поменьше клюнуло. Ладно, держи, я сразу вытяну. Видите, день простояла, а ближе к вечеру прошла поклевка. Карасяка. Хороший. Такой. Вовремя уцепили его. Еще глянь, как он вцепился обратно Да. за губу. То ты его ну реально подсек. Вот это караси. На пуфик. Время близится к вечеру. Все никак не дождемся, чтобы стих немного ветер, потому что он просто вот космос. Обещали по прогнозу, что будет 3 метра в секунду, в итоге 6-7 с порывами. Вот, снасти летают, соответственно, как бы толстолоб тоже особо не клюет. Хотим дождаться уже где-то примерно часов 8-9 вечера, то есть ближе к какому-то стиханию, чтобы ну, чтобы можно было хотя бы там часик-два попробовать что-то на вечерний клев попасть. Вот это сейчас я вам показываю момент, когда между порывами. То есть плюс-минус спокойно относительно. Но по деревьям, как видите, что это совсем не так. Так, на донный планктон вообще сегодня глухо. Полностью простоял целый день. Поменяли несколько вариантов и ну, не брал, собственно говоря, только поклевки были сверху. Вот будем пробовать на другую погоду, но сегодня пока что безрезультатно было. Сегодня решили остаться с ночевкой и закинуть еще дополнительно удочки на сома. Попытать счастье. Смотрите дальше, что у нас получилось. Будем надеяться на лучшее. Ну и оставим, конечно, на карпа, на леща, на дальний заброс, на фидеры. И на песенку щось ніхуя. Не хочется.
Ребята, всем с добрым утром. Вот решили поделиться с вами тем, что мы сейчас наблюдаем. Это просто незабываемо красиво и стоит каждой минутки, проведенной ночью в холоде. Да, у нас было на самом деле 11 градусов ночью. Оделись мы по-летнему, без одеял, без ничего. Подмерзли так, как положено. В итоге разожгли костер. Но вот я сейчас смотрю на рассвет и понимаю, что это сила. Посмотрим, что принесет нам день. Маленький. Выпускай. Ящик какой-то. Высокая доля вероятности, да. Может, толстолоб горбом бьет. Спустим. Булькнешь хорошо. Пошла поклевка. Долгожданная. Кстати, там опять идет камеш плюс топленое молоко. Ну да, это что-то откуда сборная, да? Да, это последний рецепт, который... Где подсак? возле машины. Там пока клюнет, пока там суть до дела, туда бежишь. Так надо заснять нам все. Я сначала потопить. Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. Может, это ветер? Это точно не ветер. Видишь, у него то влево, то вправо, то вправо. Мгм. Ну, это еще непонятно, что это может быть.
такой красавчик. Ну, так, чтобы понимали, чтобы вам положить. Так, вот планктон. Ну, такой. От 4 килограмм. Вечерняя поклевка, по-моему, возможно. 7 часов вечера. Может, даже минут 15 8. Игорь еще остается. Мы У еще нас- попробуем доловить. У нас тут только заброшенные монтажи целые. Еще час там, час-полтора где-то посидим, может еще одного добьем. 4 насадки. Напомню, у нас был камыш, у нас была макуха, у нас было отдельно топленое молоко, у нас был криль. Вот, исходя из этого мы... еще я бросал на донный плантон, на гейзер, но он вообще сегодня не работал. К сожалению, да, то есть, так получилось. Не знаю, может погода, может ходит только по верху. Будем еще пробовать. Посмотрим, что получится вечером. А меня засними. Да. Да, держи ее так. Снимает? Где ты будешь? Куда мне уйти куда-то? Ребята, я уезжаю, но хочу запустить опрос такой. Как вы думаете, Игорь поймает что-нибудь за следующие 2 часа или нет? Если поймает, то сколько и что? Пишите в сообщениях. Я прощаюсь, а Игорь еще отснимет, что он поймал или не поймал. Сегодня я поймал 3, Игорь 0. Да, но это только потому, что я перебрасывал, а не ловили. То есть не слушайте его. Все, ребята, я уехал, Игорь продолжает. Наплавались, блин. Плюнул так, что завел в коряхе. Цеплять или достал. Небольшой, ребят, где-то килограмма 3-3,5. Но тем не менее, это кайф. Блин, хорошо его заарканило. Если бы, кстати, не крючок, то сошел бы. Вот такой вот. Ну вот и закончился наш эксперимент. Закончился он весьма неплохо. Попробовали мы ловить на все рецепты, на которые хотели. Напоминаю, это макуха плюс криль. Это камыш плюс ванилька. Это камыш просто. И это камыш плюс топленое молоко. Вот. Ну, также принимало участие гейзер, который мы изначально делали вместе с макухой. Вот. Но на него клёва не было вообще. Даже не было попыток. В итоге мы поймали 4 толстолоба за 1,5 дня. Получается, мы вышли с вечера, остались на ночь. На утро приехал Денис, и мы уже продолжили всей командой. В конечном итоге решили остаться еще на одну ночь, переночевать. С утра половили, и уже после обеда, ближе к вечеру, начали собираться по домам. Вот. Поймали еще 2 лящика, поймали карася, как сопутствующий клев. В конечном итоге, что у нас получилось по технопланктонам? Одного толстолоба мы поймали на макуху плюс криль, 2 мы поймали на камыш, 1 мы поймали на камыш плюс топленое молоко. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Напоминаю, что нам от этого очень приятно, для вас это секунда дела. Рекомендуйте друзьям, знакомым. В общем, ждем вас у нас на канале. До новых встреч!